ну, кратенько по психосоматике скажем, то у нас во рту бывают все 4 вида конфликта, все. Ну, такой орган, в котором собрано все. И вот это если поверхностная слизистая, это может туда относиться герпес, афты еще называются. Знаете, такие могут быть на боковых внутренних поверхностях щек образовываться, или тоже на языке такие штучки. Ну, в принципе, и вот эту шишечку у нее тоже можно, наверное, афтой назвать. Потом, может быть, зуд языка тоже туда относится. Поверхностный кариес, когда разрушается эмаль. Вот это все относится к конфликтам разлуки. Это ну, вот это эктодерма, последняя ткань. У нас может быть, например, паралич языка частичный, это бывает тоже такое, когда человек говорить не может, или частичный, когда он так на бок в какую-то сторону, ну, вот прям не может нормально шевелиться. Бывает вообще паралич языка, это связано с мышцами, это двигательный конфликт, он конфликтом самообесценивания относится. Потом конфликтом самообесценивания там много относится в зубах. Это сам дентин зубов, десна, это кости челюсти тоже относятся к самообесцениванию. Когда вот это пародонтоз, пародонтит, вот то, что говорят, это все вот конфликты самообесценивания в связи с зубами, ну, зубами. Не могу кого-то укусить или не могу переживать какую-то ситуацию. Что-то типа того. Потом бывает у нас, если какие-то флюс, ну, называется тогда, когда сильное воспаление с гноем, когда вот прям гнойное какое-то воспаление, это тогда старая мезодерма, это защита от атаки. И может быть еще у нас глубокая подслизистый слой, это вот энтодерма, это первая ткань, и там это может быть, если миндалины воспалены, если тут ангина, допустим, это уже даже глубже. Если в зубах, то это стоматит, это вот то, что относится к глубокой этой подслизистой. Это кусковые конфликты, и у каждого там, где надо смотреть ну, в сторону матери или ребенка, или партнера, где надо смотреть желаемый кусок, нежелаемый, это в кусковых конфликтах. И вот так вот мы уже понимая, ну, мы на курсе это проходим все постепенно и изучаем, вот, ну, мы уже можем так это понимать. Если будет нужно, я могу и семинары тоже, может быть, и нужно, потому что это такая тема, знаете, которая всем нужно подробнее разобрать, да, эти все моменты. Ну, в целом так. Но сегодня же у нас такое более практичное занятие. Я хотела вам рассказать, как можно легко каждый, ну, выделяя 5 минут в день, ухаживать за своими зубами, чтобы улучшить состояние в целом и зубов, и десен, и вообще всей ротовой полости. И вот у меня тоже недавно на обучении спросили, что в аюрведе рекомендуют чистить, например, язык скребком таким специальным, вот, от налета избавляться. Тоже нужно ли это делать или нет. И вот эти моменты сейчас хочу с вами чуть-чуть проговорить. Очень, очень хороший метод, вообще, когда утром, например, перед тем, как чистить зубы, мы пальцем прям засовываем палец в рот и прям проходим вот так каждый зуб, прощупываем. Это можно делать, в принципе, и языком, это тоже будет тогда хороший массаж. Ну, только, Леночка, вот так вот, ну, как бы ну, внутрь засовываем, да, и вот так прям, и не должно быть никаких, это как бы и массаж, и самодиагностика такая. Можно и языком, вот такие движения поделать, это очень классно для языка, это для и разговорных каких-то моментов, если вы там спикер. Можно параллельно с головой. Вот мы, как помните, мы говорили, давайте вообще это сделаем, это как-то челлендж, как это называется, да, все попробуем. Вот мы как с головой, помните, не с головой, а с волосами делали, давайте попробуем так каждое утро, хотя бы, ну, движений 10 в одну сторону и в другую языком. Это очень хорошая проработка. И можно пальчиком, это еще более эффективнее, прям чуть-чуть понажимая, и вот так каждый зубик пройти. Языком можно и с внутренней стороны, можно с наружной, а пальчиком с наружной. Вообще в аюрведе там есть такие таблицы, где каждый зуб связан с определенным органом, и мы даже по зубу можем определить, какой орган еще в теле. Там какой-то зуб там за печень отвечает, какой-то за почки, но это глубокая диагностика. Хотя бы просто именно уход за зубами, да, проверить, какой зубчик у нас чуть-чуть напряженный, и мы уже можем подумать, о чем это, да, что это происходит, и как-то вовремя диагностировать. То есть это так. Первое – это массаж пальчиком и языком, очень полезно. Следующее – это я сейчас это услышала, когда вот мы учимся на ГНМ, а когда-то еще была маленькая девочка, и пришла моя учительница первая,
Надежда Михайловна, она жила в нашем доме. Я когда-то к ней зашла вечером, что-то я хотела там ей сказать, не помню. Ну, совсем я маленькая была, лет 10, может, мне было даже, может, меньше, 9. И увидела, и потом я начала обращать на это внимание, что она все время ходила, говорила, честно, ну, типа, не могу с тобой разговаривать, потому что у меня во рту что-то. И потом я поняла, что у нее во рту масло. И вы, наверное, вот все слышали, ну, если нет, то вот очень-очень классный метод полоскать рот маслом. Немного, хотя бы 5 минут. И это берете, ну, столовую ложку, где-то вот такой глоток масла, чтобы вам было приятно его удерживать во рту, ну, чтобы это не было и слишком много, и слишком мало. И надо так его распределить, ну, как типа прополоскать рот, да, вот так, чтобы оно распределилось по всему, по всем зубчикам, по всем деснам. Тоже можно язычком чуть-чуть помочь в движении, вот так вот, и чуть-чуть, ну, вот так вот походить с этим маслом, ну, покрутить его во рту. Есть некоторые, ну это подольше надо тогда, когда он прям воду, он такой пузыристый получается, масло, такими пузыриками пробовали, да, вот, и иногда даже он как вообще в водичку уже превращается, это вообще хорошо, ну хотя бы 5 минут, ну смотря сколько у кого времени есть, да, это улучшает и кровообращение, и лимфоток, это очищает ротовую полость, и самое главное, оно, знаете, уменьшает желтизну зубов, вот очень хорошо убирает, уменьшает налет на зубах. Ну, желательно, это можно И делать и вечером. еще Мгм. и для горла тоже хорошо это. Да, вот, видите, для горла. То есть это очень классно. Ну, конечно, надо, чтобы масло было не рафинированное, любое качественное, хорошее, свежеотжатое масло. Я знаю, что используют кунжутное часто, используют и кокосовое используют. Ну, в принципе, можно любое. И подсолнечное можно, только если бы оно натуральное было. Желательно натощак. Это дело, если натощак мы делаем, это еще и профилактика ЖКТ, то есть это ну, вообще очень-очень полезная штука. Мгм. Э, В общем, и свежесть дыхания тоже улучшается. В общем, мега средство. Давайте будем все попробуем и через несколько недель расскажем о своих реализациях, как у нас это получилось. Я уже неделю, как я, ну, думала, эту тему вам расскажу, и уже когда-то это делала, потом забыла, сейчас опять стала делать, и ну, реально вижу, как приятно, классно это, и реально и налет уменьшается на зубах. Вот, по поводу чистки зубов. Я уже много, мы разные тоже слушаю разных преподавателей в этой сфере, и они говорят, что, конечно, зубные пасты это вообще не вариант, это вы все знаете, но обычные. Можно или аюрведическим порошочком каким-то пользоваться, можно делать сама, я сама делаю соду с солью, смешиваю. Ну, многие говорят, что сода с солью, она очень абразивная, она ж, типа царапает эмаль и так далее. Я вот могу сказать по собственному, ну, типа, что это очень хорошее средство, но надо использовать ее не каждый день, ну, хотя бы там несколько раз в неделю. А лучше порошочком таким нейтральным. Ну, я лучше мягкую щетку беру. И без давления. А вот так, знаете, чтобы оно было лайт, но все равно прохожусь. И я где-то, наверное, лет 6 уже или 7 я только этим зубы чищу, и у меня, ну, никакая эмаль не повреждается. Ну, это уже как-то проявилось. Поэтому, ну, я чищу каждый день. Поэтому, ну, вот у меня такой опыт. Тоже как бы хотите, его берите. Я знаю еще, что добавляют эфирное масло, немножко капают в эту смесь. Тоже для того, чтобы, ну, например, мята, да, чтобы она, растительное масло туда же тоже добавлять, чтобы такое больше оно было, ну, такое не, это пастообразное такое, что было. Вот потом еще можно делать маски для десен, но это уже кто хочет больше заморочиться. Уже вот есть такая смесь хорошая, рекомендуют. Имбирь, корица, гвоздика, и потом это все мелко на кофемолочке так расмолоть, чтобы это меленько-меленько было. И потом растительным масличком чуть-чуть это смазать, чтобы была такая кашица. И эту смесь так тоже мягко, можно раз в неделю, нанести на десна, чуть-чуть так промассировать и ну, сплюнуть. Я также знаю, что наша Лена, травница, которая у нас в чате, она делает с травок тоже такие сборы, которые можно и голову травками так вот натирать, и можно и зубки тоже травкой натирать. То есть можно и масочки такие делать. Это тоже очень... Любой массаж, как бы он стимулирует кровообращение и десна. Мы же знаем уже, да, что наше тело любит внимание. Уже просто, что мы занимаемся зубами, даже не важно, что мы делаем. Мы занимаемся, мы уделяем им внимание, это уже зубы наши с благодарностью будут меньше
ну, страдать, болеть, какие-то конфликты испытывать. Вот. И давайте еще по поводу чистки языка. На что рекомендуют в аюрведе, то есть это именно каждое утро, тоже когда мы чистим зубы, почистить язык. Ну, вот и тут есть, ну, по моему мнению, вот это, я бы так сказала, что если у нас с ротовой полостью все в порядке, то бактерии, которые находятся во рту, они нам нужны. Потому что мы знаем вообще все бактерии, и рот – это как поставщик бактерий внутрь организма. Поэтому совсем их убивать всеми, ну, или химией, зубными пастами, или прям совсем прям скрябать так, этот язык, потому что все бактерии, они в основном, да, на языке сидят, это правда. И поэтому совсем шкрябать прям с фанатизмом не надо. Вот. Но если у нас есть налет на языке, вот мы должны каждый на свой язык с утра посмотреть. Если у нас есть налет, и он там толстый, потому что толстый налет, это значит, что у нас какой-то процесс в организме происходит. Я ну, так кратенько скажу. Вот. И тогда этот налет, он дает, во-первых, неприятный запах, во-вторых, он мешает ощущать вкус еды, потому что там же вот эти сосочки на языке, которые рецепторы вкусовые, и если вот этот налет образуется сильно, то он не дает возможности даже вкус еды ощущать. Поэтому, конечно, тогда надо почистить. Но если у нас с языком все в порядке, и налета нет, или он совсем какой-то минимальный, то делать это не обязательно. Шкрябать до какой-то прям супер чистоты, он все равно природа победит, все равно оно потом появится. Вот, ну, но если сильный, и вот сильный налет у нас от чего может быть? Ну, если это кратко. Если это белый налет, как мы можем понять, да, то это какой-то кусковый у нас конфликт сейчас, активный и связанный, скорее всего, ну, или с ЖКТ, или с ротовой полостью. Если это какой-то желтизной налет, то это связано с желчью или с печенью, что-то такое. Если у нас, допустим, черный, то это больше с толстым кишечником, селезенкой. А если, какой еще может быть, наверное, синий, это почки. Ну, это так, не прям 100%, но стоит на это обратить внимание, более внимательно тогда посмотреть уже на свою, ну, как бы жизнь, да, и в каких конфликтах мы можем быть. Поэтому скребок вот используйте, вот если ну, необходимо сесть, именно снять этот толстый налет, чтобы покушали хорошо, да, или там надо, чтобы свежесть дыхания какая-то была. А чисто вот для того, чтобы бороться с бактериями, это, в принципе, бесполезно, ну, и не нужно. Лучше разрешать конфликты. Вот. Так что вот это все, что я вам хотела сказать сегодня про зубы. Ну,